Мир меняется с невероятной скоростью. Сегодня не только мигранты из Средней Азии, но и многие европейцы с интересом рассматривают Россию как возможное место для жизни и не понимают тех недовольных, кто уехал. Семья из Германии переехала в Россию 8 месяцев назад и поделилась своим опытом жизни в новой стране. Этот рассказ наделал много шума в социальных сетях. Молодая привлекательная блондинка в видео объясняет, что выросла в Германии, однако отлично владеет русским языком. Вероятно, ее родители жили в России или были выходцами из одной из постсоветских республик и, как многие другие в то время, переехали в Германию после распада СССР. Теперь же они решили вернуться на родину. Девушка не уточняет, с кем именно и по каким причинам она переехала в Россию, но с радостью говорит о каждом новом дне здесь. Семья уже приобрела дом, устроила детей в детский сад и нашла работу. Всем привет! Итак, у нас 8-й месяц, как мы переехали в Россию. До сегодняшнего момента ничего не хотела говорить, поскольку первые месяцы – новая страна, эйфория. А сейчас уже готово, сейчас мы влились. Купили свой дом, детки ходят в садик и работаем. Каждый день, который я провожу в России, мне в радость, я очень ее полюбила. На это влияет много факторов, но я назову вот самые главные, от которых у меня дух захватывает. Она беспокоилась о том, что ей будет трудно найти общий язык с местными жителями из-за своего иностранного происхождения и культурных различий. К тому же, за границей часто говорят о русских как о суровых людях, которые мало улыбаются. Однако ее ожидал приятный сюрприз. Я когда в Германии переезжала из квартиры в квартиру или, допустим, вселялась в новое жилье, я зачастую не знала, кто мои соседи, чем они занимаются. Мы вообще про друг друга ничего не знаем. А здесь вы не представляете. Сразу все познакомились, ходим друг к другу, общаемся, помогаем. Вы не представляете, как мне это нравится. Моей семье это больше подходит. В Германии так не делают, это не входит в порядок вещей между соседями. В плане менталитета, показывает большой палец. Русские, вы просто не понимаете, насколько вам повезло. Мы просто в шоке от России, рассказывает девушка. Пока оппозиционеры говорят о диктатуре и ограничении свобод в России, девушка, выросшая в Германии, утверждает, что это совсем не так. Здесь легче дышится во всех смыслах, даже в плане свободы, хотя некоторые ваши оппозиционеры рассказывают про какой-то режим. Это вообще ерунда полная. Да и реализовать любую идею легче. Просто выбирай направление и делай, конкуренция небольшая. Никто тебе палки в колеса не ставит. Мы зарегистрировались как предприниматели в телефоне. Вы вообще понимаете, что в Германии нужно заполнить вот такую пачку бумаг? Как по мне, в России все сделано для человека легко и максимально просто. Просто работай, включай голову, и ты здесь добьешься всего. Самое большое беспокойство у родителей было за детей, как они адаптируются к новому месту. Смогут ли найти друзей и почувствовать себя как дома? Девушка говорит, что решение переехать в Россию было принято именно ради детей, чтобы обеспечить им лучшее будущее. К счастью, детям здесь сразу понравилось. Они сразу же влились. Они с детьми играют на улице, друг к другу ходят в гости. Дети друг к другу ходят. У меня сейчас они на самбо ходят, на танцы ходят, в кружки разные. Очень много здесь сделано для семьи. Мои впечатления самые лучшие. Судя по тому, что она практически без акцента говорит по-русски. Вероятно, ее родители эмигрировали в Германию из России или какой-то постсоветской республики, возможно, из Казахстана или Узбекистана. Множество людей уехало туда после распада Советского Союза, потому что легализоваться в Германии раньше было проще. Теперь же они снова здесь. Они вроде бы русские, но никогда не жили в России, это действительно необычное чувство. А если учесть, что они переехали после событий 24 февраля. Не испугались и поехали в Россию даже с детьми, это о многом говорит. Много ли европейцев едут в Россию на ПМЖ? Если проанализировать статистику ФСБ по миграции, то в 2022 году из Германии в Россию прибыли 67 тысяч человек, хотя логично было бы предположить, что в страну, обложенную множеством санкций, никто не поедет, особенно из Европы. Но данные показывают рост на 30% по сравнению с предыдущим годом. По этому году статистики еще нет, но, видимо, будет еще больше. Европейцы действительно начали чаще смотреть в сторону России. Несмотря на трудности, количество приезжающих из Европы в Россию продолжает расти. Причем это не просто туристы. Согласно данным независимых исследователей,
Около 50 тысяч человек в Германии интересовались возможностью переехать в Россию за прошлый год, и несколько тысяч из них консультировались по этому поводу лично. Рада ли таким людям Россия? Если обратить внимание на отзывы русскоязычных пользователей интернета о рассказах блондинки, то они звучат примерно так: «Добро пожаловать, такие мигранты нам нужны». И, наверное, нет необходимости объяснять, почему таким переселенцам рады, в отличие от. С позиции государства тут все сложнее. Вопрос о том, будет ли Россия наряду с перестройкой миграционной политики по отношению к среднеазиатским республикам шире открывать двери для европейцев, остается актуальным. Пример Грузии в этом контексте весьма показателен. Отношения потеплели, и Россия сразу ввела для граждан Грузии безвизовый режим. А что вы думаете по этому поводу? Делитесь своим мнением в комментариях и обязательно подпишитесь на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!